Уже очень давно изучается, как цвета в помещениях влияют на нашу творческую и аналитическую работу, или как высота потолков влияет на социальное поведение и прочее, и прочее. Все эти факторы способны не только улучшить настроение или дать чувство безопасности, но и наоборот вызвать околодепрессивное состояние. Поэтому в погоне за трендами и эксклюзивностью в поисках необычных решений надо понимать, а не наградите ли вы себе нечто удручающее, что потом будет высасывать из вас все силы. Давайте разберемся, как этого не допустить. Острые углы, выпирающие предметы и обилие зигзагов создают агрессивную атмосферу в интерьере. Они инстинктивно заставляют нас насторожиться и как будто бы готовиться к защите, каждый раз немного микронапрягаться, обходя вот эти все угловатые препятствия. Округлые же формы, наоборот, смягчают обстановку и помогают нам расслабиться. В продуманном интерьере и в деталях мебели должен присутствовать баланс округлых форм и острых углов или перевес в сторону первых. Наличие большого количества визуальных отвлекающих факторов также может провоцировать стресс и угнетать. Причина этого кроется в образе жизни наших дальних пещерных родственников. Им нужно было успеть заметить еду до того, как еда заметила их. А сканировать окружение сложнее, когда вокруг много отвлекающих факторов, поэтому обилие хаотично разбросанных вещей нас неосознанно делает более напряженными. Вдруг в этот кавардак кто-то забрался. Надо напрячься. Более того, беспорядок зачастую подпитывает в нас еще и чувство вины. Если нет сил или настроения на генеральную уборку, начните с небольших участков, например, с одной полки. Сам процесс уборки также имеет терапевтическое действие. Когда человек занят каким-то делом, он просто тратит меньше времени на обдумывание негативных мыслей. Но я даже больше скажу, прибираясь в квартире, вы наводите порядок в своей голове. Порядок должен быть не только в расположении личных вещей, но и в расположении мебели и в функциональном зонировании пространства. Неправильное зонирование ведет к тому, что какие-то зоны в комнате превращаются в свалку ненужных вещей и не используются по назначению. Например, спальня таким образом может превратиться в домашний офис. В зоне отдыха и сна не место работе. Здесь вы перезагружаетесь после тяжелого дня, отдыхаете от проблем за просмотром любимых фильмов и чтением книги на ночь. Это место спокойствия и восстановления сил, а рабочие бумаги не дадут вам расслабиться, напоминая о незавершенных делах. Выделите для работы отдельное место или продумайте какое-то четкое зонирование. Функциональная расстановка мебели способствует социальному взаимодействию и снижает чувство тревоги и подавленности. Например, мягкую мебель в гостиной хорошо располагать полукругом или напротив друг друга, чтобы организовать комфортную зону для общения. Хотя бы одно кресло или пуф напротив дивана уже улучшит эту атмосферу и позволит близким общаться друг с другом и любоваться друг другом. Нужно стараться не создавать в интерьере каких-то микрораздражителей и микронапряжения. Например, одно из таких – это когда нам некомфортно сидеть за рабочим столом спиной к двери или к окну, потому что наш мозг должен контролировать эти пространства на случай внезапного нападения диких обезьян. То же самое касается и расположения кровати. Лежащий на кровати должен видеть эти точки. И это его успокаивает. Этот инстинкт выживания также достался нам от наших предков. Мы чувствуем себя спокойнее, когда контролируем окружающую нас обстановку. Если вы хотите продумать комфортную эргономичную планировку для вашего жилья, то обратите внимание на мой курс по дизайну по ссылке в описании. Естественный свет имеет огромное значение на наше самочувствие и эмоциональное состояние. Чтобы повысить жизненный тонус и снизить уровень стресса, максимально открывайте оконные проемы в дневное время. Выбирайте гардины, которые при необходимости можно полностью раздвинуть и впустить свет, а вот жалюзи, наоборот, притеняют помещение, так как закрывают часть окна. Если окна в помещении небольшие или вы проживаете в широте, где пасмурные дни преобладают над солнечными, добавляйте искусственное освещение. Одной люстры в центре комнаты недостаточно. Добавляйте локальное освещение, настольные лампы, бра, беспроводные лампы или световые гирлянды. Формируйте с их помощью уютные зоны для чтения, рукоделия или отдыха. Это очень помогает.
Большое влияние на активность мозга и настроение имеет температура и яркость освещения. Что касается температуры, то лучше выбирать теплое искусственное освещение с температурой 3000 кельвинов и ниже. Такой свет успокаивает нервную систему. Крайне положительно на наше эмоциональное состояние влияет живой огонь, будь то огонь в камине или декоративные свечи. Эта связь сформировалась тысячелетия назад, когда костер дарил пещерным людям безопасность, тепло и еду, одновременно формируя среду для общения. Насыщенные теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, бодрят и активизируют мозговую деятельность, а холодные цвета, такие как синий, зеленый, фиолетовый, наоборот, успокаивают и снижают мозговую активность. Но это достаточно обобщенная информация. С точки зрения психологии большое влияние имеет индивидуальное восприятие цвета на основе личных ассоциаций конкретного человека. Например, если стены в доме у бабушки, у которой вы в детстве проводили свои самые счастливые летние дни, были окрашены в голубой цвет, то он автоматически будет восприниматься вами позитивно, отсылая к приятным воспоминаниям. И наоборот, если вам часто приходилось оказываться в больнице, стены которой были окрашены в такой же голубой оттенок, это будет вызывать у вас лишь негативные ассоциации. Поэтому выбор цвета – дело сугубо индивидуальное. Не стоит сильно увлекаться навязанными и часто скоротечными трендами. Стоит лучше прислушаться к себе. Но при этом существуют обстоятельства, объективно влияющие на большинство людей схожим образом, а именно светлота и насыщенность цвета. Считается, что светлые, ненасыщенные цвета воспринимаются мозгом как легкие и расслабляющие, и чаще благотворно влияют на психику. К таким цветам относятся светлые нежные оттенки розового, голубого, желтого и зеленого. Да и вообще в целом любого светлого, ненасыщенного цвета. А вот ненасыщенные темные оттенки в больших количествах, наоборот, воспринимаются как более тяжелые цвета и чаще приводят к унынию и состоянию апатии. Слишком насыщенные цвета в больших количествах перевозбуждают нашу психику и могут вызвать даже агрессию. А в небольших количествах дают нам лишь щепотку тормошения, примерно как приправу к блюду. Если у вас есть склонность к хандре, избегайте тотально монотонных интерьеров нейтральных цветов, например, полностью белых, серых или черных. Наш мозг скучает в таких пространствах и может быть больше склонен к негативным мыслям. Но зато такой однообразный фон легко разбавляется насыщенными эмоциональными акцентами. Их может быть немного, даже одной яркой картины или пары любимых или смешных подушек на диване будет достаточно, чтобы задать тон интерьеру и изменить его настроение. Темные цвета воспринимаются нашим умом как тяжелые, а светлые, наоборот, как легкие. И именно поэтому мы чувствуем себя более комфортно, когда самый темный цвет в пространстве находится на полу, под ногами, а самый светлый – над нашими головами. Все дело в том, что примерно так цвета чаще всего распределяются в природе. На глубинном уровне темный пол ассоциируется с землей, а потолок – с небом. Кстати, именно поэтому еще очень неплохие цвета для потолка, помимо белого облачного, желтый и светло-голубой, если это нужно для каких-то дизайнерских задумок. Отделка и предметы интерьера из натуральных материалов гарантированно снимают стресс и помогают восстановить силы. Чтобы дома почувствовать себя расслабленно и комфортно, окружайте себя натуральными материалами, деревом, натуральными тканями, натуральным камнем, кожей и прочими тактильно приятными материалами. Животные и растения, как ничто другое, создают настоящий контакт с природой. А природа, как известно, расслабляет и успокаивает. И все вот эти вот пушистые меховые животы, пернатые болтуны и виляющие хвостики всегда помогают нам справляться с самыми тяжелыми ситуациями в жизни. Для них в антистресс-интерьере не стоит жалеть ни места, ни оборудования. Даже сам процесс ухода за животными или растениями уже имеет терапевтический эффект и дает очень важное чувство нужности. Но, кстати, вид увядших цветов, напротив, вызывает отчаяние и действует угнетающе. Поэтому от погибших растений и увядших цветов стоит срочно избавиться. Кстати, букетов это правило тоже касается.
Запахи задействуют еще один наш рецептор и дополняют образ интерьера, формируют настроение и влияют на ощущения и самочувствие. Смело используйте парфюмерные диффузоры, интерьерные духи, ароматические свечи и саше в интерьере, чтобы улучшить атмосферу в собственном доме и поднять себе настроение. Свежий воздух и температура – еще один фактор, влияющий на наше настроение и самочувствие. Предусматривайте организацию притока свежего воздуха и регуляцию температуры. Если организовать полноценную канальную систему не представляется возможным, то задействуйте более доступные бризеры, рекуператоры, сплит-системы, а также регуляторы температуры на радиаторах. Свежий воздух и хорошо сбалансированная температура крайне важна для хорошего самочувствия и создания комфортной атмосферы. Сломанная бытовая техника, посуда со сколами или трещинами, протекающий смеситель, покосившаяся дверца на кухонном шкафчике, которая, может быть, уже немного сорвалась с петель, все эти брошенные и недоремонтированные вещи угнетают и портят настроение. Почините, выбросьте их или отдайте на переработку, или посмотрите мое видео про кинсуги, декоративную технику, которая по-настоящему исцеляет душу. Это видео одно из моих самых любимых на канале, а многие даже спустя годы писали мне, что оно и их любимое тоже. Оно помогает исцелиться, если на душе сейчас что-то болит. Если это видео было для вас полезным, вы можете поддержать его функцией «Супер спасибо». Вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!